И снова здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я буду с вами готовить очень вкусненькие котлетки. Необычный способ, необычная жарка и тушка, и варка. Короче, все будете видеть. Давайте, поехали! И вот, как обычно, мы начинаем с фарша. Я беру килограмм фарша. У меня свиной фарш. Килограмм фарша у нас тут есть. И 200 грамм панировочных сухарей. Закинули мы в это все, отставляем в сторону и берем самый главный ингредиент, что нам нужно сейчас. Берем лучок. Режем его на части, так, чтобы нам было хорошо сблендеровать. Так, я взяла 1,5 лучка, 1,5. Порежем его. Девочки, эти котлеты просто изумительные, очень вкусные. И сразу же и котлетка, и гарнир у нас получится с вами. Вот, смотрите, у нас только лучок. И добавляем мы еще 3 зубчика чесночка. Обязательно. У меня уже начищенный. И 2 яичка. Сюда же, да, мои хорошие, сюда же мы убиваем 2 сырых яичка. И сейчас вы увидите, что мы будем с вами делать. Берем нашу ножку, я ее блендер, я просто называю ножкой. Так еще сработает. Берем наш блендер и блендеровать надо. Тщательно все. Вот, мои друзья, опять лучок, опять плачу. Уже это такая любовь у меня с этим лучком, представляете? Так хорошо блендеровать, чтобы наша масса была пышненькой. Ну, если где-то что-то потеряется, ничего страшного. Ох ты, блин. Ох-ох-ох. Вот, друзья, это мы сделали. Сблендеровали. И добавляем все это в наш фарш с панировочными сухарами. Вот видите, какая пышная у нас масса получилась. Это время же мы как раз добавим перчик черный, меленый, соль, конечно, сольки добавим. И где тут у меня еще мои приправы? Я хочу еще перчика болгарского добавить, сушеного, сладенького. Вот. И
И все это дело мы перемешаем обязательно рукой, мои хорошие. Вот. Прям не бойтесь, размешивайте. Все ручкой. Вот какой у нас фаршик уже получается красавец. Такой насыщенный. Вот, видите, лучок потерялся. Ну, ничего страшного. Вот так будем замешивать фаршик. И мы увидим где-то кусочек. Да даже не увидим, и оно пожарится, и будет прекрасно. И вот, мои домохозяюшки, хочу вам сказать немножко секрет. Может, не секрет, но всегда в котлетки я добавляю масло. Всегда немножечко масла. Обязательно для сочности. Но мы его не растапливаем, а мы его вмешиваем. Наше масло. Вот, смотрите, какой у нас прекрасный фаршик получился. Так. Супер. Супер наш фаршик. И вот, мои домохозяюшки, мы уже фаршик сделали. Мы поставим его отдыхать. Пускай настоится, разбухнет наши панировочные сухари. А мы займемся следующим ингредиентом. Нам нужна картошечка. И мы будем эту картошечку нарезать вот такими кружочками. А для чего она нам нужна? Вы потом посмотрите, для чего. Это наш пока с вами секрет. Это просто такой аппетитный и вкусный обед. И быстро, чтобы не готовить то отдельно, то отдельно. Отрежу вот эту попку. А все вместе приготовим, и сразу же есть у нас обед. И котлетка, и картошка. Но как мы это делать будем, вы сейчас увидите. Так, я взяла сколько? Уже 2 порезала. 2 или 3. 2. Ну, 5 картошинок у меня было. Как раз я так рассчитывала на свою сковородку большую. Вот так. Вот наши кружочки уже готовы. И вот мы с вами будем формировать котлетки. Я взяла себе немножко масла подсолнечного и буду делать такие небольшие, так вот, чтобы в руку мне вместились, чтобы сделать. Даже вот тут немножко помажу, чтобы у нас вот такие у нас котлетка получились. Еще раз показываю. Беру немножко, так, чтобы получилось вот колечко вот так. И катаете, и будут у вас все одинаковые котлетки. И не надо свешивать по граммах, потому что как раз, вот, смотрите, все одинаковые, как на подбор. И вот, мои друзья, у нас получились какие котлетки. Все одинаковые. Если будете делать так, как я вам говорила, то будут все одинаковые, как у меня. Смотрите, только один у нас маленький остался. Сковородка у нас нагревается.
И сейчас будем уже жарить котлет. А пока у нас сковородочка нагревается, котлетки у нас готовы, мы сольем отсюда водичку. Итак, мы наливаем масло. У меня специальное масло для жарки. И будем сейчас обжаривать наши котлетки. Котлетки мы будем обжаривать на большом огне. Просто до золотистой корочки, недолго. Раз, два, сейчас мы все увидим. И вот, у нас сковородка нагрелась, и мы вылаживаем наши котлетки. Смотрите, какие они все одинаковые. Смотрите, какие они все одинаковые. Красавцы просто, смотрите. И вот эту одну у нас еще пожарим. Просто супер. И у нас сковородка нагрета. И сейчас быстренько я буду разворачивать, чтобы все одинаково поджарилось. Вот, красотища будет сейчас у нас. Этот немножко румяный стал, но нам нужно, чтобы у нас было прям хорошая поджарка. И вот, настал тот час, когда их надо переворачивать. Вот смотрите, какие они и пухленькие такие, и уже поджаристые. Вот смотрите, тут даже больше у нас поджарилось. Вот смотрите, какая вкуснота, уже как пахнут они. Просто фантастика. И вот, смотрите, какие они уже. Их можно доставать потихоньку. Но проверяем еще, чтобы были все поджаристые. Вот с этой стороны, с этой разворачиваем. Ой, смотрите, у меня самая главная котлетка готова. И вот мы уже вторую партию наших котлеток закидаем. И также мы жарим с двух сторон, чтобы хорошо поджарились, как вот эти, что вы видите здесь в сторонке. И вот, мои дорогие, мы котлетки пожарили. Вот смотрите, какие у нас они аппетитные. Смотрите. Видите, какие прекрасные, аппетитные. А пахнут как. И я уже поставила другую сковородку, более глубокую, так как мне нужно поглубже посуда. И это же масло я переливаю сюда же, в эту сковородку, поглубже. Вот. Вот, у нас маслице нагревается. Я немножко заберу вот тут. Еще смотреть надо, чтобы не осталось такого. И я вылаживаю картошечку нашу. Вот для чего нам нужна была картошечка.
мои хорошие. Вот для чего. Добавляем на единичку нашу плиту и вылаживаем нашу картошечку. Прям так обильненько вылаживаем. Сейчас вы увидите, что у нас будет дальше. Вот так. Потому я вам и говорила, что это сразу котлетки и гарнир. Раз-раз быстренько сделали, и обед готов. А кто, может, и ужинает такими котлетками. Я, например, могу и на ужин покушать котлетки. Не бойтесь, вот так мы все выкладываем. Вот. Вот. И еще один нюанс. На эту картошечку я еще вот так рву зелень. Прямо с корешками. Ну, как с корешками немножко. Вот так это все стреляю. Вот смотрите. Не бойтесь, потому что это будет потом все очень вкусно. И на это же я выкладываю наши котлетки. Наши пышные, сочные котлетки. Все одинаковые на подбор. Вот. Мы выложим наши котлетки сюда. Вот так. Ну, старайтесь, чтобы вот так поплотнее. У нас там картошечка, пока мы это все делали, она у нас там жарится. И сейчас это все дело у меня есть крупная морская соль. И я это все дело еще вот так подсаливаю. Прям туда закидываю. Вот так. Ну, немножко, так, чтобы до картошки как раз это все пошло. И 200 грамм водички. Кто хочет бульончик, можете залить водичкой. Я залила водичкой. И накрываем крышкой. И 10 минут пускай томится, жарится, тушится. Мы посмотрим с вами, что у нас получилось. И вот прошло наших 10 минут, и мы смотрим, какие великолепные наши котлетки. Какой запах. Просто не передать словами вам. И вот, мои дорогие, мы к ним пришли еще через 10 минут. И мы сейчас посмотрим, что там у нас. Просто бомба. Просто бомба. Еще оставим немножко. Плиту выключаю и немножко пускай еще у нас тушится. А сейчас мы с вами будем пробовать. Давайте возьмем вот эту аппетитную такую. И картошечки возьмем. И с вами попробуем. Ну как, без пробы никак. И накроем кружечкой. У нас, помните, плита выключена. И вот настал тот момент, что мы пробуем нашу котлетку, такую замечательную. Посмотрите, какая она аппетитная. И мягенькая, сочная. И картошечка у нас
тоже мягенькая. Я не могу не попробовать, потому что вы скажете, что ж ты готовишь, не пробуешь. Мои друзья, просто шедевр. Как всегда, мы с вами делаем шедевры. А на этой вкусной котлетке и картошечке мы будем с вами прощаться. Я вас люблю, обожаю. Большое спасибо вам, подписчикам и гостям моего канала, за то, что смотрите меня, ставите лайк, подписывайтесь, поддерживайте. Спасибо огромное. До следующей рубрики. Пока-пока и новых рецептов.